Информационно-архитектурная модель реальности. Что это такое? По сути своей это гипотеза. Гипотеза, согласно которой в основе всего мироздания лежит не материя, а информация. Или, проще говоря, все работает на коде. То есть если мы вводим эту переменную, код, то огромное количество аномалий современной науки сразу же перестают быть таковыми. То есть в первую очередь разрешается проблема нелокальности, объясняется вообще, что такое суперпозиция. Это эмерджентное состояние частицы на пути локализации. Котенок, вон кто там хотел, чтобы котенок пришел наконец-таки. Давай, не мешай. То есть разрешается вообще сам факт тонкой настройки Вселенной как таковой. Разрешается вопрос тождества фундаментальных констант. Почему они такие? Потому что так прописано на уровне кода. Они являются оптимизированными объектами, и каждый из них является объектом своего класса. То есть у нас есть, по сути своей, понимание, почему все электроны одинаковые. Потому что есть объект класса электрон, и тоже касается всех остальных фундаментальных частиц, которые и организуют вот все то пространство, которое мы видим. Но вы все равно пишете о том, что код должен быть где-то написан. Я еще раз повторяю, он не записан ни на каком материальном носителе. Сам факт возможности материального носителя — это уже следствие информации, это уже следствие наличия такой переменной на уровне кода, понимаете? То есть у нас есть глобальная информационная матрица, это не место, это не пространство, это не материя, и из нее уже возникает вот тот мир, который мы видим. Но это то, что называется, вот то, что вам нравится в модели. То есть вы любите, когда я рассказываю вам что-то про физику и так далее. Однако мы в нашей онтологической модели идем гораздо дальше. Мы задаемся вопросом: хорошо, допустим, вся Вселенная работает на коде. Кто тогда его написал? И у меня нет ни малейшего ответа на этот вопрос, потому что здесь уже работает теорема Гёделя о неполноте, потому что любая сложная система не может быть полностью доказана и объяснена изнутри средствами самой этой системы. То есть я нахожусь внутри системы, я понятия не имею, откуда взялся этот код. Я могу вывести этот код как наиболее логичное и простое объяснение, которое, вводя минимум сущностей, по сути, одну сущность, объясняет аномальное количество данных, в том числе включая и темную энергию, и тождество констант, и тонкую настройку Вселенной вообще как таковую. Но откуда он взялся, я ответить не могу. Однако я могу сделать логическое предположение, что если Вселенная все же является следствием разумного замысла, то тогда все в этой Вселенной подчиняется целям и задачам этого замысла. То есть есть конкретный свод правил, есть конкретный свод задач, которому просто подчиняется все живое, включая элементарные частицы. То есть они все исполняют свои строчки кода, понимаете? И это... Котенок, я тебя не забыл. То есть абсолютно все от квантового уровня до макрокосма подчиняется этим правилам. И тогда возникает вопрос, а в чем вообще роль человека? Вот есть человек, у нас есть единица, в чем ее смысл вообще? В чем? Как она встраивается в эту систему? Зачем она? И я сам, понимаете, я не могу ответить на этот вопрос, потому что этот вопрос, он является арифметическим тождеством. Он не является каким-то вариационным уравнением, где каждый вписывает свой смысл как хочет. То есть вот 1 + 1 равно 2. Это основа, понимаете? Вы не можете, это не зависит от вашего мнения, это не зависит от вашего настроения. Но вы же мне предлагаете решить арифметическое тождество, а подставь сюда все, что захочешь. Подставь сюда любую цифру, какую хочешь. В чем смысл твоей жизни? Ну, сегодня он такой, сегодня вот у тебя смысл жизни писать эти ролики, завтра у тебя смысл жизни там завести семью, послезавтра там сделать карьеру и так далее. То есть у одного человека каждый день меняется его смысл жизни, таких людей миллиарды, и каждый вот вписывает какое-то сюда уравнение. Что это означает? Это означает, что ответа нету, понимаете? Ответа нету, если так говорить. Арифметическое тождество требует
конкретного ответа. То есть если мир — это система, то ты единица в этой системе, у тебя есть какая-то функция в этой системе. И ты тогда абсолютно логичным образом задаешь вопрос: "А в чем эта функция? Объясните мне". И если бы мы жили в мире, понимаете, где не было бы этого объяснения, где просто была бы вот эта голая холодная вселенная и никаких даже намеков на ответ на вопрос, я бы тогда принял это. Я бы сказал: "Да, я понятия не имею, откуда взялся код, я понятия не имею, какой во всем этот смысл. Вот я немножечко что-то там помог объяснить, но это требует сдвига всей материалистической парадигмы, чтобы научное сообщество это признало". Однако реальность не такова. Реальность заключается в том, что в течение всей истории человечества существуют религиозные тексты, которые берут на себя роль именно такого объяснения, причем прямо по Гёделю. То есть это объяснение извне, от самой системы для человека, где объясняется, во-первых, в чем суть, а во-вторых, что он должен делать. То есть самому человеку в рамках религиозных систем задаются конкретные правила, как он должен прожить свою жизнь. И тогда ответ на вопрос, в общем-то, быстро находится. То есть смысл единицы в самой этой единице. То есть вот ты сам, вся совокупность твоих поступков, вся совокупность твоих действий, сделанных в жизни, это и есть вот те информационные данные, тот лог, который ты, привносишь в систему и за который ты потом будешь отвечать. Вы же топите за то, чтобы жизнь была плохой ролевой игрой. То есть это плохая РПГ. В чем разница между хорошей РПГ и плохой РПГ? Ну, хорошая РПГ — это когда ты 90 часов делаешь какие-то выборы, принимаешь решения кого-то спасти, чем-то пожертвовать, и потом в итоге видишь в конце результат, как твои действия конкретно отразились на мире игры, на других людях, и на концовке вообще. Плохая же РПГ — это когда ты 90 часов играешь, занимаешься каким-то гриндом бессмысленным, делаешь какие-то действия, поступки, а потом в конце оказывается, что это ничего не значит. И игра просто пишет game over, и даже финальных титров нету, есть просто чернота и пустота. Вот за такую плохую РПГ топит как раз-таки материалистическая парадигма, что все бессмысленно, никакого смысла нет. Религиозные тексты же говорят, каждый твой поступок имеет смысл, каждый твой поступок будет взвешен на весах. Но вот в чем проблема, понимаете, всех этих религий огромное множество различных систем. И вот тут вы, к сожалению, ломаетесь, потому что когда я вам рассказываю про код, вы говорите: "Да, классно, интересно". Но когда я вам начинаю рассказывать про религии, религии — это верификация нашей гипотезы. То есть мы ожидаем, что если Вселенная — это следствие разумного замысла, то тогда логично ожидать какой-либо сигнал от нее, какие-либо данные о смысле этой созданной системы. И поэтому сам факт существования религиозных текстов — это логическое следствие, верифицирующее всю вообще модель в принципе. Проблема в том, что вы выросли в секулярной парадигме, где вам со школьной скамьи говорят: "Ой, религия — это не фальсифицируемое, ой, это невозможно доказать, это все за рамками научного анализа". Но это не так. Мы можем анализировать религиозные тексты точно так же в рамках совершенно поперовских критериев фальсификации, чем мы и заняты. И я думаю, что если есть хотя бы 5%, а их гораздо выше, чем 5, их на самом деле, даже если вы самый жесткий скептик, их все равно 50 по байсу. То есть если есть 50% вероятность того, что все, что написано в религиозных текстах, может оказаться правдой, то, может быть, вы, ну, просто послушаете эту информацию, а не будете ее просто сходу семантически отрицать на основании того, что она вам не нравится. Она и мне, может быть, тоже не нравится. Вы думаете, мне что, нужно записывать все эти ролики? Вы думаете, я хочу читать вот эти вот все гадости, которые вы постоянно пишете? Вы думаете, мне какое-то вообще удовольствие доставляет вот, отвечать на каждый ваш комментарий, сидеть, что-то рассказывать? Нет, я точно так же, как и вы, хочу, чтобы у меня всего было много и чтобы мне за это ничего не было. Но проанализировав все данные, я пришел к выводу, что это и есть абсолютная истина, просто на основании всего потока входящих данных. Это может мне не нравиться, но реальность не обязана вписываться в ваши желания и рамки. И в мои тоже желания и рамки она не обязана вписываться.
Вы же это все пытаетесь свести к какому-то там лукавству. И у меня ответ очень простой. Принесите модель лучше этой, и все. То есть если в вашем понимании я изобретаю какие-то факты, вру там, я обманываю, да все очень просто. Вы приносите модель, которая лучше объясняет реальность, и все. Я автоматически не нужен. Модель автоматически не нужна, канал автоматически не нужен, он сразу же опровергнут. Это и есть критерии фальсификации на самом деле, эвристический синтез. Но вы не приносите такой модели. Вы просто говорите: "Я разочарован, я отписываюсь". Но вы не можете отписаться от реальности. Религиозных текстов большое множество, поэтому мы, используя строго научный анализ, выбираем среди них тот, который, во-первых, наиболее экономным образом, не вводя лишних сущностей, а во-вторых, будет объяснять все другие. Вот этого вы тоже не понимаете. Вы как только слышите, что я что-то рассказываю про ислам, вы сразу же: "О, это сектант, он пытается там затянуть нас в свою секту". Ислам оказался самой эвристической моделью. С тем же успехом на его месте мог оказаться буддизм или иудаизм, или индуизм. И поверьте мне, если бы буддизм оказался тем текстом, который верифицирует всю нашу модель и объясняет все другие религии, а также задает конкретные критерии проверки, то есть он конкретно, еще раз, в исламе говорится, что огромное количество пророческих сообщений вплоть с начала времен. То есть даже вот эти шумерские сообщения о Адаме и Еве, они являются частью реальных пророческих миссий. То есть приходили пророки и все рассказывали одну и ту же модель. То есть у нас сразу же все это объясняется, понимаете, и задается критерий фальсификации, что больше таких пророческих фигур не будет в истории человечества. Этому прогнозу уже 1500 лет, хотите вы этого или нет. То есть не было другого пророка, который принес бы текст от Бога, понимаете? Еще раз, если бы в буддизме была та же самая модель, если бы в буддизме были такие же критерии фальсификации, я бы вам сейчас, используя строго научный метод, сказал, что да, буддизм — это абсолютная истина по критериям научного анализа. Но по критерию научного анализа ислам оказывается самой эвристичной моделью. Нравится вам это или нет? Так, следовательно, если у нас эта модель дает нам то, чего мы сами придумать не можем, она нам объясняет, откуда вообще появился код. Она верифицирует наши сообщения об информационной природе реальности. То есть вначале было перо. То есть в цепочке творения первым создается информация. Следовательно, мы нашли верификацию нашей модели, а дальше мы уже анализируем этот текст очень внимательно. Не как какие-то вымышленные байки, а как онтологическую модель. Мы не замыкаемся в какой-то традиции, мы не замыкаемся в каком-то толковании. Мы находим объяснение вообще всего, в принципе, сразу же. Код в основе Вселенной. У нас есть пророческие сообщения, которые несли элементы этого кода и объясняли людям, как они должны жить. И у нас есть конкретные предсказания о том, что человечество ждет дальше. Я понимаю, что вам это не нравится, но принесите модель лучше. Лучше объясните реальность. И тогда все это, я еще раз повторяю, будет совершенно ненужным. Для тех же, кто может перешагнуть через вот это вот внутреннее неприятие, послушать информацию. И большое спасибо тем, кто вот поддерживает эти исследования. Сегодня вот даже котенок пришел, все жаловались, когда придет котенок, вот он, к счастью, сегодня пришел. Поэтому подписывайтесь на этот канал, будем дальше развивать эту модель и дальше отвечать на вопрос, что это вообще такое, этот мир, который нас окружает. Спасибо.